Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Темная сторона солнечной энергетики в ЕС. Массовые отключения станут регулярными. В Евросоюзе наднациональные регуляторы рекомендуют потребителям подготовиться к отключениям. Правда, никто из еврочиновников не хочет уточнять, насколько массовыми и насколько частыми они станут. Александр, пожалуйста, прокомментируйте, а это никак не связано с тем, что мы увидели в Испании не так давно? Я так понимаю, что Испания нам дала вместе с Португалией повод задуматься о проблемах, с которыми сталкивается европейская энергосистема. И давайте сразу главное, вот для части нашей аудитории, которая беспокоится, а почему вы про Европу, к чему это все? Наверное, вы ждете, что Европа замерзнет. Нет, мы не ждем, что Европа замерзнет. Более того, мы вас уверяем, Европа не замерзнет. Все нормально. Мы пристально смотрим за ситуацией в европейской энергосистеме, потому что рыночные механизмы, которые используются в Европе, стратегические решения в области структуры электрогенерации являются образцом для подражания до сих пор для Российской Федерации. То есть, как 15-20 лет назад у нас смотрели на Европу и искали в ней пример, как нам надо жить, как нам надо менять нашу энергосистему, так отчасти и до сих пор мы посматриваем на них и берем их в качестве примера. Отсюда все заигрывания с водородом, отсюда все заигрывания с ВИА. Притом, в самих возобновляемых источниках энергии нет ничего плохого. Это прекрасный источник энергии для своего места, для своего времени. Но Европу ведь не устраивает просто для своего места, для своего времени. Они хотят, чтобы произошел зеленый энергопереход. И у нас на полном серьезе обсуждают зеленый энергопереход не как концепцию, не как вероятность, не как некое то, что может произойти, то, что нужно обсуждать. Нет, это считается уже идущим процессом. Это считается чем-то, что не подлежит обсуждению. Поэтому мы смотрим на европейский континент, смотрим конкретно на Европейский Союз и на происходящее с электроэнергетикой, в том числе с электроэнергетикой Европейского Союза, для того, чтобы демонстрировать, какие ошибки там совершали, к чему ведут те изменения, которые они у себя проводят на протяжении последних 16 лет, как минимум. И чтобы люди, которые, возможно, нас посмотрят, сделали для себя какие-то выводы, что, может быть, не стоит слепо следовать решениям, которые в ЕС принимаются. И да, действительно. Ах да. А еще мы смотрим на Европейский Союз, чтобы проверить довольно важную штуку. У нас есть ряд предположений, касающихся того, как энергосистема Европейского Союза будет развиваться с учетом реализуемой стратегии. Этой самой ставки на зеленый сегмент, ставки на грядущий зеленый энергопереход в его наиболее радикальной версии. И вот мы проверяем свои предположения, соотнося их с той практикой, которую мы наблюдаем в Европейском Союзе. Поэтому мы пристально следим за Европейским Союзом. Так вот, значит, из того сообщения, которое уже цитировал Максим, мы можем взять еще вот такой отрывок. В 2024 году было зафиксировано рекордное количество случаев перепадов напряжения – 8645. Это более чем на 2000% больше, чем в 2015 году. Сами по себе перепады напряжения не являются чем-то чудовищным, чем-то неожиданным, но такое увеличение, конечно, не может быть не связано с изменением структуры электроэнергетики Европейского Союза. А изменение структуры за прошедшее десятилетие довольно существенное. Снизилась доля угольной генерации и увеличилась доля генерации возобновляемой. Более того, мы буквально вот сейчас можем воспользоваться маленькой шпаргалкой и заметить не только в структуре установленной мощности, как все изменилось, но и в структуре производства. И что мы видим? Что в 2015 году 28,6% всей производимой в Европейском Союзе электроэнергии это были ВИА, еще 29,4% это была атомная генерация, и остальное, то есть 42%, это ископаемое топливо, это газ, это уголь, бурый уголь, каменный уголь, разный уголь. Вот. Но при этом
доля ветроэнергетики тогда была чуть более 9% в объемах выработки электрической энергии, а солнечной энергии 3,5. А что ж там за остальные вот эти возобновляемые источники энергии? Все нормально. Это, например, гидроэнергетика. Если надо, гидроэнергетику относят к возобновляемым источникам энергии. Если не надо, ну, если, допустим, вам хочется слупить каких-то налогов с ваших соседей, косвенных налогов за то, что они, ну, там, допустим, увеличивают углеродный след или того хуже, метановый след в своей продукции, которая требует большого количества электрической энергии в процессе производства, то вы говорите, нет, гидроэнергетика не является возобновляемой, поэтому, извините, но вам надо будет заплатить. Например, Россия, у тебя гидроэнергетики много, это не важно. Ты должна платить потому, что, ну вот потому что нам так хочется. При том, что в установленной мощности гидроэнергетика у нас занимает 20-21%. Но это не важно. У нашей гидроэнергетика неправильная. Вот в Европе, пожалуйста, гидроэнергетику надо, точнее, надо показать значительный рост ВИА. Вот, пожалуйста, мы гидроэнергетику относим к ВИА. Итак, порядка 10, прошу прощения, порядка 12,5% всей производимой электрической энергии в 2015 году обеспечивалась ветровой и солнечной генерацией. Притом ветровая генерация, ну, давала почти в 2,5 раза больше электрической энергии, чем солнечная. Хотя темпы прироста солнечной энергии были гораздо значительнее, чем темпы прироста установленной мощности ветроэлектростанций. Опять же, по той банальной причине, что, ну, точнее, такая разница, что вот установленной мощности вроде как больше, а производимых объемов меньше, было связано с тем, что коэффициент использования установленной мощности у солнечных электростанций априори меньше, чем у ветровых. То есть, если солнце давало там 15% КИУМ, то ветровые электростанции могли давать 22, а то и 25%. Ну, соответственно, каждый отдельно взятый гигаватт ветрогенерации давал больше электрической энергии, чем отдельно стоящий гигаватт солнечной генерации. Но значит, 12,5%. Возвращаемся хотя бы вот в 2024 год. И что же мы видим? ВИА в 2024 году обеспечили более 46% всей произведенной электрической энергии. Атомная генерация 25,5%. И лишь 28,5% это ископаемое топливо. То есть все, ВИА победили, ВИА теперь доминируют и все такое прочее. И если посмотреть на ветроэлектростанции, то они дали береговые, точнее, прошу прощения, сухопутные ветроэлектростанции дали 16,4% всей электрической энергии в Европейском Союзе. Офшорные, ну или прибрежные ветроэлектростанции дали еще 2,5% всей электрической энергии. И солнечная генерация 9,6%. То есть заметен огромный рост. Одна только ветрогенерация дает уже больше электрической энергии в доле, и чем раньше, вот в 2015 году, обеспечивала вся новая возобновляемая энергетика. Новая, тогда этим термином обозначали солнечную и ветровую генерацию. Как бы немножечко в маркетинговом плане отстраивая ее от гидрогенерации. То есть тогда 12,5% это солнце и ветер, а тут вот 16 с лишним процентов это только ветер. Это только ветер, это только ветровые электростанции, которые расположены на суше. А активно застраивается море. Это самый динамично растущий сегмент ветроэнергетики, начиная с, ну, наверное, года 18-19. Ну, просто потому что эффективные места на суше не бесконечны. Вы их все застроили, где надо строить, а вот строим в море. Это дороже, каждый гигаватт обходится, ну, в плане капитальных затрат дороже, но неважно, вы ставите, по идее, вы ставите ветряк и начинаете активно экономить на топливе. Более того, в 2025 году даже выходило исследование, которое подчеркивало, что вот вы ставите ветрячок, и он позволяет вам колоссально экономить на топливе, потому что вы вроде как потратили сопоставимые деньги с, ну, если брать на гигаватты, при определенных условиях вы можете потратить столько же, сколько на газовый гигаватт, но вам же не надо газ покупать, и, соответственно, уже со второго года эксплуатации вы начинаете колоссально экономить и, в общем, строите все ветроэлектростанции. То есть доля выросла. Доля выросла настолько существенно, по сути, что мы можем говорить о том, что до 30% всей электрической энергии в Европейском Союзе производится либо ветровыми, либо солнечными электростанциями. В среднем за год.
понятно, чуть меньше 30 получается, но позвольте округлить. Но однако в 2024 году мы увидели объем производства на уровне 2438 тераватт-часов. А в 2015 году этот показатель был 2540 тераватт-часов. То есть мы видим некоторое снижение по сравнению с 2015 годом, при том снижение довольно существенное на 100 тераватт-часов, или 100 миллиардов киловатт-часов, если вам так больше нравится. А это довольно плохо, потому что 2015 год был довольно-таки провальным. 2015 год это было фактически почти что дно посткризисного периода, когда еще только-только начинала выкарабкиваться европейская промышленность, европейская энергетика из последствий кризиса экономического, который случился в конце нулевых годов. И вот мы с вами оказываемся в 2015 году, доля возобновляемых источников энергии все еще велика, но тут начинают происходить неприятные события, которые прогнозировались заранее. То есть, понятно, что нельзя прогнозировать постфактум, а прогнозировались очень сильно заранее, вот так будет правильно сказать. То есть, если вы за день до некого события скажете: ребят, тут будет ай-яй-яй, то это не столь ценно, как если вы будете говорить о том, что вот примерно в этом периоде будет какой-то ай-яй-яй, но начнете говорить за год, два, три. То есть за этот период хотя бы можно будет подготовиться. И вот мы с вами видим отключение действительно в конце апреля в Португалии, в Испании, при том, что тут же, заметьте, мы в своем видео, которое было посвящено непосредственно этому отключению, говорили о том, что готовьтесь, сейчас начнут рассказывать о том, что возобновляемая энергетика вообще ни при чем. Что характерно, тут же появились статьи, в которых стали говорить: ребят, камон, guys, возобновляемая энергетика, ни при чем. Смотрите, среднегодовые показатели, они же не столь велики. Там где-то 40%, где-то 45%. Это не очень много. Но позвольте, друзья, если взять конкретно период апреля, не среднегодовой показатель, а конкретно в день, когда произошли все эти события, то, скажем, в Португалии возобновляемые источники обеспечивали порядка 90% всей электрической энергии. В Испании более 70% всей электрической энергии обеспечивали возобновляемые источники. Причем тут среднегодовые показатели, если он инцидент, и он произошел в конкретные сутки? Зачем вам среднегодовые показатели? Чем они вам помогают? Они вам помогают объяснять, что солнце и ветер вообще ни при чем. Так вот, завершая. Никто не будет отказываться от угнетения ископаемого топлива и от развития ветровой и солнечной генерации. Но потребители заинтересованы в том, чтобы стабильны были поставки. А для этого нужно развивать сети. Об этом уже говорят много-много лет. Даже посчитали, сколько денег надо потратить. Очень много. Речь о сотнях миллиардов евро. Не рублей, евро. И нужно будет ставить накопители различные. Либо накопитель в виде производства зеленого водорода, либо накопитель, буквально огромный аккумулятор. Точнее, десятки огромных аккумуляторов. Там по 12-13 тонн весом каждый. То есть, после того, как итоговый отчет мы сможем почитать, мы сможем узнать, сколько сотен миллиардов, точнее, мы сможем увидеть намек на то, что, ребята, дайте денег, пожалуйста, иначе инциденты будут повторяться. А чтобы они не повторялись, надо развивать сети, надо развивать электрохимические накопители, надо развивать производство зеленого водорода. А для этого всего нужны деньги. Кто-нибудь заплатите. Попросят, конечно, заплатить Еврокомиссию, но она не даст денег. Она предложит взять деньги с потребителей. Чтобы у нас такого не повторялось, нам надо внимательно смотреть на происходящее там и замечать, когда у нас тоже пользуются той же риторикой, объясняя, что, ребят, вы же хотите большей стабильности, заплатите чуть больше. Если у нас такое будет происходить из-за роста доли ветровой и солнечной генерации, надо иметь в виду, что там с этим уже столкнулись, и
надо будет присмотреться к тем решениям, которые там будут приняты. На этом, дорогие друзья, на сегодня все. Александр, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо в Телеграм, подписывайтесь на Телеграм Александра Фролова, ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы дальше также бодро вещали на всех площадках, без монетизации, исключительно благодаря вашей спонсорской поддержке на сайте Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Дорогие друзья, еще подпишитесь на канал Инфотек, на нефтегазовую игру и вообще подписывайтесь везде. Вот все ссылки, которые есть на все, нажмите и везде подпишитесь. Заранее спасибо.